Итак, друзья мои, сегодня 8 марта, уже вечер. Мой эксперимент немножко не удался, но я вам расскажу о нем. Начитавшись в интернете, где рекомендуют за 2 недели до 8 марта поместить в воду луковицы тюльпанов, и к 8 марта якобы они в общем, дадут цветы. Вот, ровно 23 февраля я поместил сосуды с водой, поставил, как и рекомендуется, на подоконник, на солнышко, но там прохладно, так скажем, потому что периодически все-таки окна открываются. И вот что получилось. Вот сегодня 8 число, я снимаю первое видео. Теперь постараюсь снимать каждый день, чтобы вы видели процесс роста цветов. В общем, к 8 числу, значит, первый стаканчик видим 2 стрелочки, вот одна луковичка уже вышла на бутончик, вторая тоже скоро будет цветочек, третья еще, так скажем, пустышка. Второй стаканчик, один совсем маленький такой, второй, похоже, что-то есть, но закрыто листьями. У третьего вот он бутончик, все красиво. Так, ну и четвертый стаканчик, 3 луковицы. Ух ты, и каждая дала по 2 стрелки. Вот это интересно, что будет. Значит, на этой вот есть бутончик. Вот на этой. Так, нет, здесь бутон. Прошу прощения, здесь бутонов нет. Только листья. Вот можно. Нет, тоже не. Вот. Интересно, здесь каждая луковица дала по 2 росточка. Вот видите, маленькие. Здесь тоже 2 и здесь 2. Вот здесь такие 2 больших. Здесь тоже есть второй росточек, но он маленький. И, так скажем, второй там как раз и дал вот бутончик. И в первом тоже есть 2 стрелочки из одной луковички, и тоже она дала уже бутончик вот такой вот. Вот так вот. Это 8 марта. Теперь постараюсь регулярно отслеживать и делиться с вами процессом роста тюльпанов. Напоминаю, 23 февраля я их поставил в холодную воду. Естественно, перед этим я держал их в холодильнике. До следующей встречи. Так, сегодня 10 марта. 9 снимать особо было нечего. А вот 10 как раз на улице мороз. Больше 20 градусов ночью был. Вот. И проклюнулись вот такие вот бутончики красивые в одном стакане. Вот, видите? Видите, только стрелочка. Ничего, ну, там может где-то есть. Так. В этой, где короткие вторые отросточки были, тоже один бутончик есть, вот красивый. А в третьей, где куча больших вторичных ростков, нет ничего. Да, ничего нет. Хотя вон на луковице проклюнулся еще 3-й росток. Интересно. Ну, я не специалист в этом деле.
Единственное, что сделали сегодня, это поменяли воду, потому что вода в стаканах уже была вся коричневая. Вот так вот. Так что цветочки-то точно будут. Вот когда будем считать дни. Добрый день, сегодня 11 число. Вот наши 3 стаканчика. В первом стаканчике вовсю уже поперли бутончики красивые. Этот даже можно угадать, что будет желтенький. А вот этот непонятно какой. И третий тоже появился. Вот, бутончик. Второй стаканчик. Второй стаканчик, один единственный бутон. Ну, оформился уже красиво. О, какой. И здесь, наверное, что-то завязалось. Ковыряться не буду. Третий совсем маленький, но он торчит. Ну, а там, где все двойные и тройные ростки из луковиц, так пока тишина. Даже листья немножко почернели. Вот смотрите, видите, какой оттенок приобрели. Хотя, может, так надо, не знаю. Вот, из одной луковицы, как я уже вчера сказал, попер третий росточек. Вот он. Ну и, так скажем, ни бутонов, ничего, даже намека нет. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим. Да, вот это потемнение, это видно какая-то болячка. Видите, вот он. Вот, листик падает. Так что здесь, наверное, ничего не получится. Вот такие тюльпаны. 11 число. Ждем цветения. И еще хочу похвастаться. Так, ну это орхидеи зимующие, они без цветов. Вот, посмотрите на лимон. Вот, зацветает наш лимончик. Более чем уверен, что столько лимонов он не выдержит. Надо будет половину обрезать. Но лимончик зацветает. Это уже хорошо. Итак, друзья, сегодня 13 число. Начнем с многоростковых луковиц. Они уже все загибаются. — 14 марта. Вот наконец-то проклюнулся первый тюльпанчик. Маленький, сантиметра 3 всего. Ну, значит, и правда, можно выгонять их дома, просто в стакане с водой. Ни земля, ничего не нужно. Остальные все еще ждут своего срока. А стакан, в котором многоростковые луковицы, потихоньку загибается. Видите, даже вот этот большой. И
то листья стали темнеть. Так что вот 23 февраля поставили в воду, 14 марта расцвел первый тюльпан. Надеюсь, не последний. Итак, друзья, сегодня 15 марта. Вот, первый тюльпанчик распустился. У нас один бутончик был. Распустился такой бело-розового цвета. Но сразу покажу стебель. То ли завял, то ли непонятно. В общем, вот такой вот стебелек дохленький. Вот. Что с ним не сделаешь? Все, он так вот не стоит, падает сразу. Вот уже соседний листик обопрем. В этом стаканчике еще один готов. И два в другом стаканчике. Третий стаканчик, как я уже говорил в прошлый раз, загибается потихоньку. Вот так вот, 15 марта. Друзья, сегодня 16 марта. Вот так вот я приспособил тюльпанчик, у которого ножка подгнила немножко. Вот. Ножка какая, стебелек совсем скрутился. Я его на листик отпер. Красивый. Вот еще один почти готов расцвести. Во втором стаканчике тоже два бутончика есть красивых. Ну а третий стаканчик, такое ощущение, что совсем загибается. Листья потемнели. Мне кажется, здесь уже ничего толкового не выйдет.
Итак, друзья, четверг, 18 марта. Значит, первый стакан, который весь в бутончиках был, расцвел, но, как я сказал, вот видите, что творится со стебельками. Они то ли засыхают, то ли перегнивают, в общем, все отваливается. Я просто срезал и поставил в маленькую вазочку. Вот так вот красиво стоит. Во втором два бутончика уже готовы к тому, чтобы раскрыться. Вот я сейчас поближе вам покажу. Вот такие вот они. И вот такой вот. Один вытянутый, другой такой потолще немножко. А третий вот, где короткая, вот прям кукурузина торчит какая-то. Ну, тоже расцветет. Ну, а в третьем стакане все сохнет и сохнет. Так что ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Ну, пускай стоит, пока не выкидываю. Так что вот из первой вазочки 3 вот таких красивых тюльпанчика получили. Вот такие вот они. Кстати, вот этот, что сейчас видите, этот раскрылся первый. Потом вот этот пушистый. И сегодня буквально третий вот раскрылся. Так что 18 марта. Итак, друзья, 20 марта. Эпопею по выращиванию тюльпанов можно считать законченной. Тюльпаны распускаются. Те, которые не засохнут во время всходов. Но у них перегнивают стебельки. Такими становятся. И они только расцветут, сразу опадают. Вот остался один тюльпанчик. Стебелек у него хороший, красивый, но только распустится, и они загибаются. Вот здесь вот даже видите, и распуститься не успел, а уже стебель гниет. Так что в воде их выгонять без толку. Надо все-таки это делать в земле. Видно, чего-то не хватает. А вот что получилось. На выходе 4 тюльпанчика красивых, вот таких вот, распустившиеся, но с перегнившими ножками. Друзья, я думаю, что мой эксперимент будет полезен для вас. И вы не будете надеяться, что, положив 23 февраля луковицу тюльпанов в воду, вы получите цветы к 8 марта. Единственное, что я правильно сделал, это выдержал их в холодильнике перед тем, как начать выгонять. Остальное вы видите сами в моем видео. Думаю, эксперимент был не зря проведен. Всего доброго. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.